Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как и каждый день, ответы на любые вопросы вы можете найти. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, а также практики, настроя, ритуалы и медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках, мои дорогие. Только вы и только вы можете изменить вашу жизнь. Я просто своего рода проводник, который может посоветовать и показать, что делать и как делать. А вот действовать или не действовать, слушать, не слушать, поступать так, как я советую или нет, это ваш выбор. И только от вашего выбора зависит ваша жизнь, потому что все, что с вами происходит, включая события, ситуации, людей, эмоции, чувства, притянули вы сами своими прошлыми мыслями, эмоциями, чувствами и, конечно, действиями. Поэтому изменить все можете только вы. Как это сделать? Я могу помочь и посоветовать. А также инструменты на канале могут помочь изменять свои состояния, расслабиться. И, конечно же, установки, которые я пытаюсь внедрить в ваше подсознание, они для того, чтобы ваши мысли двигались в направлении гармонии, счастья и процветания. Вот как я могу в 2 словах это объяснить. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, основное, самое яркое, что я увижу. Если есть какие-то вопросы, вот уже вижу, у вас будут перемены, будут какие-то быстрые перемены, быстрые решения надо будет принимать, это выскочила карта. Сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы, Водолеи. И я, наверное, вернусь к тому, что я говорила, пока я мешаю карты. Основные события, основное, самое яркое мы видим тут. А так каждый день выходит видео, где вы можете найти ответы на свои вопросы. Также выходит карта дня каждый день. Кстати, вот тут не забывайте про акцендент. Он влияет, восходящий знак влияет на наше восприятие мира, на наш характер, на наши реакции, соответственно, и влияет на наши решения и на нашу жизнь. Поэтому для полной картины я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и свой акцендент. Рассчитывать его очень легко. В поисковик вводите акцендент, вам выдают очень много страниц, где просто подставляя свою дату рождения, место рождения, и если знаете время рождения, вам поисковик выдает, где ваш акцендент. А сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам жизнь. И в конце, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Кстати, они дают еще иногда интересные советы. По одной карте на каждый знак зодиака и совет общий для стихии. Что, мои дорогие ветерки, неветреные ветерки, Близнецы, смотрим. В ближайшую неделю будете чувствовать пристальное внимание на себе. На вас тут может проиграться в нескольких вариантах. Один из вариантов, что на работе, в бизнесе вы будете под вниманием людей.
Если на работе, смотрите, это может быть как хорошо, так и плохо. Может быть, вас заметили и следят за вашей работой для того, чтобы повысить вас. А может быть, заметили какую-то халатность в ваших действиях на работе, и это уже чревато абсолютно другим. В бизнесе то же самое, но это со стороны клиентов. А также, когда я говорю «заметили», эта карта еще иногда проигрывается как приобретение славы. Человек становится узнаваемым, человека узнают, и бизнес узнают, человека узнают, соответственно, идет больше успеха. Это именно узнаваемость для успеха. И это будет основным на неделе для близнецов. Весы. Смотрим. Неделя будет у вас интересная. Вам будет нелегко принимать решения, потому что будете эмоциональны. Вам и так-то не всегда легко принимать решения, а тут будут эмоции. Самое интересное, я не вижу негативных эмоций, но принятие серьезных решений, лучше их принимать, когда вы с холодной головой. Тут еще могу сказать, что в принятии решения в ближайшую неделю у вас будет, конечно же, помощь. Тут я вижу, что мужчина старше 45, он темный, шатен от светлого до темного, с темными глазами. Человек мягкий, человек ответственный, человек, который искренне предложит свою помощь, может предложить свою помощь. И вот тут у вас будет стоять ваша задача принять помощь этого человека или не принимать. Я не вижу, или это безвозмездная помощь, или за эту помощь надо будет платить. Потому что вы будете колебаться, я могу предположить только, что все-таки помощь не бесплатная. Но могу вам сказать, для того, чтобы вам было легче в ближайшую неделю, было бы здорово принять помощь этого мужчины. Девочки, для вас, мои дорогие весы девочки, вас ждет или знакомство с этим человеком, или он уже есть в вашем окружении и будет производить определенные действия для того, чтобы привлечь ваше внимание. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание или развод, если вы узнали от своего бывшего мужчину, могу вам сказать, что на сегодняшний день он в раздумьях и не готов, можно сказать, на какие-то подвиги и решения он сегодня не готов. Для тех, у кого развод, если вы все-таки хотите вернуть человека, вы его прежде всего должны отпустить. В душе отпустить, в душе, физически, отойти, забыть все проблемы и обиды. Кстати, это и для ссор, и для разрывов. Это для всех негативных аспектов отношений. И только если вы действительно отпустите обиды, раздражение, злость и все-таки решите с человеком быть, начинать надо только с чистого листа и другие отношения. Потому что включите анализ. Те отношения, что были, они привели к разрыву. Что же возвращать тогда? Подумайте. Вот это самое яркое, что я увидела у весов. Ну и водолеи. А у вас идет, знаете, неприсущая вам чувственность в ближайшую неделю. Будете вы, нельзя сказать, что вы не эмоциональны, вы порывисты, вы скрытны. И иногда кажется, что эмоций у вас нет.
И тут получается, что вы именно будете делиться своими эмоциями в ближайшую неделю. Ну, потому что я вижу здесь, эмоции будут хорошие, нет никакого негатива, наоборот. Из того, что я вижу, будут приходить новости, сообщения, события будут двигаться так, что вам будет приятно, и, соответственно, вы даже немножечко эмоционально откроетесь в ближайшую неделю. С чем я вас, мои дорогие водолеи, и поздравляю. Потому что вы эмоциональные, вы взрывные, вы эмоциональные, но не всегда вам легко эти эмоции выражать, показывать. А тут, раз будете улыбаться и показывать эмоции, значит, все движется в ту сторону, в которую вы хотели. Даже если волнующие вас вопросы не будут решены в ближайшую неделю, не останавливайтесь, потому что вы будете в шаге от разрешения интересующих вас задач. Ну и общий совет для стихии воздух. Делайте правильный выбор. Всегда выбирайте душой и интуицией. Доверяйте своей интуиции, потому что иначе вы пойдете не в ту сторону, в которую хотите. А потом возвращаться и начинать обратно, это берет время. Поэтому, когда перед вами стоит выбор, да, вы можете спросить совета у людей. Старайтесь спрашивать независимых советов. Ни у родных, ни у близких и не у друзей. Почему? Почему вот здесь вот я вижу у весов помощь и не бесплатная? Потому что нужен, для того, чтобы принять решение, нужно независимый совет. Совет человека, который беспристрастен. Совет человека, у которого нету эмоционального и морального интереса в вас. И тогда этот совет, по крайней мере, будет более действенный, чем совет родных, близких, друзей. И это не значит, что они хотят чего-то плохого вам. Просто каждый из них дает вам совет с эмоциями и исходя из своего опыта, а у вас опыт свой. Помните об этом. Ну что, загадывайте желание. Сейчас посмотрим, что же произойдет с вашим желанием. Как же его быстрее исполнить и что с этим делать. И некоторые карты дают такие пояснения, ну а некоторые карты надо думать, как обойти, особенно карта нет или вряд ли. Но они есть, ведь такое тоже бывает в жизни. Ну что, смотрим, близнецы. Вот у вас как раз и пока что вряд ли. Вы знаете, у меня такое чувство, что некоторые из вас чувствуют вот эту, ну, это своего рода будет и эмоциональное давление для вас. Вы все-таки будете чувствовать внимание со стороны на вас, и это будет мешать вам сосредоточиться. А так как будет мешать вам сконцентрироваться, сосредоточиться, в ближайшую неделю вряд ли. Ну а дальше все зависит от вас. Все равно, я думаю, вы можете сделать так, чтобы ваше желание исполнилось. Весы. Сейчас не время. Вот тут я вижу у вас какие-то задачи, которые вам надо решить, насчет которых вы довольно-таки эмоциональны, и вам все-таки нужна определенная помощь, потому что я увидела. Поэтому вот найдите помощь, верните свой энергетический потенциал на тот уровень высоких вибраций, и ваше желание, конечно же, исполнится. Ну и водолеи. Новые направления. Вы знаете, вот тут я и сказала вам, что вы откроетесь чему-то, вы
ваша эмоциональность откроет вас чему-то, и вы откроетесь именно из того, что будет происходить, вы откроетесь, вы распуститесь, как цветок, и вы увидите другие направления для исполнения ваших желаний. Вы увидите, куда идти, какие шаги предпринимать, чтобы желание исполнилось. И это значит, что желание «дай». У меня вообще нет такого, я не признаю «нет», и вы это знаете. Желание исполнится по-любому. Все зависит от вас и от того, как вы будете двигаться в сторону исполнения желаний. И вы желание можете притянуть же сами. И я все время это говорю. Главное, ваш посыл, ваши эмоции, ваши мысли и, конечно же, ваши действия. А новые направления, это еще говорит о том, что вы, может быть, увидите несколько способов исполнения ваших желаний. И они обязательно исполнятся. На сегодня все. А я, в свою очередь, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, процветания, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, практики, ритуалы. Ставьте лайк. Это ваша благодарность за мой труд. Ну и если вы хотите, чтобы советы действовали и расклады проигрывались, вы все-таки должны что-то вложить. И как минимум это лайк. Также хочу поблагодарить тех, кто отчисляет донаты. Я благодарна вам. Они помогают выпускать новые видео, они помогают мне именно развивать канал. И я благодарю вас от всей души. Ссылочки на донаты под каждым видео. И вообще я благодарю вас всех за то, что вы со мной. Люблю вас, мои дорогие. Пока!